emotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there. She works the nights by the water. She's gone astray so far away. Всем привет! Как вы уже могли догадаться, сегодня мы попробуем настоящий татарский фастфуд. Именно поэтому мы пришли в заведение, которое называется Кыстыбый. Вот такое простое, интересное название. Все блюда практически это кыстыбый, просто с различной начинкой. Я, значит, взял татарща комбо, который стоит 130 рублей. В это комбо входит такмашлы аш, татарский чай и классический кыстыбый с картошечкой. Давайте начнем с супчика. Нормально, соль не хватает, давайте немножко добавим соли. Довольно-таки хорошо. Суп представляет из себя куриный бульон, куриное филе и лапша. Хорошая курица. Хорошая. Мне кажется, она была хорошей курицей. Носила яички. По сути, из таких простых ингредиентов приготовили традиционный татарский супчик, согревающий тело, и после которого прямо разыгрался аппетит, и хочется есть, есть и есть. Поэтому давайте попробуем вот эту кыстыбышку классическую с картошечкой. Это невкусно. Это очень вкусно, ребят. Картошки положили очень много, и само пюре, оно очень нежное, его прям давили и давили. И оно получилось таким нежным и мягким, что его даже не нужно пережевывать, оно просто само летит в пищевод и само переваривается. Тесто такое, знаете, вот как я люблю, немножечко хрустящее. Конечно, вот мне хотелось бы, чтобы немножко еще вот масла было, чтобы вот прямо стекало оно. Я считаю, это является отличным дополнением к такмашлы аш. Такмашлы аш кыстыбый белән бик тәмле. Но, знаете, как бы я съел суп и съел кыстыбы, и как бы уже такая легкая сытость есть. Но раз уж мы пришли сюда и снимаем видео, мы попробуем еще чип-чиби. Это тоже кыстыбый. Здесь, значит, в этом кыстыбы у нас 2 куриные котлеты, соус, помидоры, листья салата. Ну, давайте попробуем. Вкусно. Действительно вкусно. Ярко выражен вкус курицы. Куриные котлеты сами по себе получились очень сочные, потому что прям до сих пор я их ем, и масло стекает с них. Вот этот вот сырный соус, он тоже придает яркости вкусу кыстыбы. Помидоры, если честно, пока не особо ощущаются. Как бы то ни было, у ребят действительно получилось вдохнуть новую жизнь в это татарское блюдо. И сохранился татарский колорит, и добавили нотку современности. Короче, парни в тренде. Или не парни. Я не знаю, кто там основал кыстыбы. Жанна. Но я не мог выпить татарский чай без какого-нибудь татарского настоящего десерта. И я пошел за сметанником, и оказалось, что здесь нет сметанника. Как так? Татарский фастфуд, сметанника нет. А сметанника нет, да? Сметанника нет. Кошмар. Татарский фастфуд, нет сметанника. Ну что такое? Вот это, да? Ну, раз вы сказали, что вкусно, давайте. Возьмем матур. Матур. Он так быстро растаял в моем рту, но вкусный. Вкусный. Такой, знаете, нежный. Вот даже здесь можно понять, что он такой немножечко воздушный. Он прям тает во рту. Чем-то напоминает вот такой, знаете, загустевший молочный коктейль. Вкус, как будто вот творожок Даниссимо, но домашний. И, конечно же, вареная сгущенка играет свою роль.
Мне определенно нравится. На дне стаканчика находится тонкий слой бисквита. И мне кажется, они там хотели, чтобы был печеньковый слой, как, например, на чизкейках бывает внизу. Но немножко не получилось у ребят. Но, может, они чего-то другого добавились, но бисквит... Бисквит не до бисквит, или перебисквит. Не знаю, претендует ли этот десерт на звание нового татарского национального блюда, но оно получилось очень даже вкусным. Этим чаем можно и суп запить, и кыстыбый, и вот эту матуренку. Все. Я так полагаю, что заведение позиционирует себя как фастфуд, потому что даже система заказов устроена так, что вы подходите на стойку, заказываете и буквально через несколько минут получаете вашу еду. Причем как получаете заказ? Когда вы совершали покупку, у вас спрашивают ваше имя, и когда ваша еда готова, кричат «Арман», и вы забираете. Вот даже на чеке пишут ваше имя. Не скажу, что это новая идея, но идея достойная и очень практичная. Мне очень нравится, что вот, не знаю, везде их наклеечки, вот даже сахарник фирменный. Вообще же здорово. Я когда-нибудь подумал, что мы будем есть татарскую национальную еду вот в таком месте, где слишком много икеевских лампочек. Но шутки в сторону, друзья. Интерьер здесь действительно классный. Находиться здесь очень приятно. Такой, знаете, атмосфера располагающая к себе. Здесь играет постоянно татарская музыка. Порой играют известные русские треки, но переведенный на татарский язык. И сзади меня вот есть вот здесь такой вот маленький детский домик. Наверное, с посылом на то, что это семейное кафе еще. То есть можно прийти с семьей, покушать, и детишки поиграют там. Вот такое вот милое заведение. Кыстыбый. Ну и чтобы у вас сложилось полное впечатление о данном заведении, и вы поняли всю его концепцию, сейчас буквально с минуты на минуту подойдет директор заведения, основатель, и мы все у него подробно узнаем. Да ладно, я угораю, вы что, какой директор?